Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Зима 2024-2025. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь за этот период. 3 месяца. Это не такой малый срок. И нам планетарно где-то транзиты говорят о том, что, как водится, мы в декабре обычно можем подводить итоги, строить планы на будущее. И вот тот план, который вы себе поставите, возможно, в декабре, уже с середины января, а может быть и раньше, вы, скорее всего, будете пересматривать. Много таких будет обстоятельств в жизни каждого из нас, когда вот как реальность приходит в нашу жизнь, и мы вынуждены с этим считаться. Но на этом не заканчивается. Может быть, в феврале вы еще раз будете корректировать планы. Ну, давайте немножко отойдем от именно гороскопа или планетарных транзитов. Не всегда это совпадает с картами Таро. И рассмотрим на 2 колодах Таро поддержки патронажа ангелов и колода Ленорман. Как меняется ваша реальность? Что же изменится в вашей жизни? Возможно, те события, которые изменят вас. Будем реалистами. Но вы как раз реалисты, мои дорогие скорпионы. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Все же мы все абсолютно разные. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы для себя получите. Или пазл какой-то сложится. Та ситуация, которую сейчас обдумываете, вы какой-то вариант новый для себя увидите. Итак, первый наш вопрос. Какая тайна удивит вас? Или что, в принципе, вас может удивить? Или как откроется, может быть, то, что было скрыто? Вполне вероятно и такое. Вторая карта. Что изменит вашу жизнь и что изменит вас? Вот что меняется? Какая реальность у вас меняется? С чем это связано? От чего вы откажетесь? Сами причем, что вы будете пересматривать. И по карте на месяц. Декабрь 2024 энергии смотрим. Январь 2025 года и февраль 2025 года. Как меняется ваша реальность? Итак, что же удивит или что же тут у вас откроется? Ну, отнюдь не о тайнах, но разве что какие-то вопросы, связанные с деньгами, с работой, с вашим творчеством, прогрессом, может быть, как вторичный доход, я такое могу предположить, это рост вашей популярности, рост вашего профессионализма. Это то, что у вас все под контролем, мои дорогие, вот как любит Скорпион, наверное, да? Это карта, когда мы следуем каким-то инструкциям. Может быть, вот то, что я сказала, реальность меняется, и вы понимаете, что, ну, да, может, и хотела я что-то или хотела осуществить, но на злобу дня пришли другие события, и для меня это открывает те возможности, о которых я раньше не предполагал. Как-то вы будете усиливать собственные позиции, потому что здесь профессиональный рост или возможность заработать деньги. Для кого-то это будет буквально детализация какого-то проекта. И может быть, то, что прежде для вас было именно скрыто, вы не замечали чего-то. Карта не говорит о том, что от вас нарочито кто-то скрывает. Она больше может нам показывать какие-то нюансы, сферы, может быть, даже жизни, которые так или иначе, ну, соприкасаются с вашим благополучием. Вы для себя новые перспективы видите. Новые перспективы продвижения или, опять же, заработков. Давайте мы узнаем, с чем это связано. Немножко проясним на картах Таро. Что же тут откроется? Или что вас удивит? Кстати, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. А вы, правда, тут как походку меняете, мои дорогие скорпионы. Ну, это я в шутку. Меняете, может быть, как направление. Или, если вы прежде думали, буду заниматься вот этим. Здесь вы можете кардинально, как изменить свою тактику, кстати, так и по этой карте мы понимаем, что мы совершили в чем-то ошибку. Мы делаем выводы, идем дальше, но в каком-то новом ключе, в новой какой-то концепции жизненной. Мы что-то пересмотрели и изменили, и как будто новая мотивация у вас заставляет, правда, как-то по-другому, либо отношение к труду, к бизнесу, к заработкам, повторяюсь, или кто-то из вас решит делать карьеру
Может быть, и новые взаимодействия с какими-то новыми людьми. Что же еще меняет вас? Правда, вы признаете какую-то ошибку, вы тут будете более чем рациональны. И это удваивает или утраивает ваши позиции, потому что именно в этой колоде карт, я надеюсь, видно хорошо, девушка сидит у нас на стуле, стул с крыльями, как ангел, ведь это колода поддержки ангелов. Обратите внимание, часто в этой колоде на карте прорисован ангел. Вот во всех 3 картах ангела нет. То есть это ваши собственные решения. Это ваши правильные выводы, мои дорогие. Это ваша интуиция. Это беспристрастный взгляд на вещи и на реальность. Мы понимаем, что либо доверились кому-то, либо сглупили, может быть, через свое доверие, кстати. Такое тоже может быть. Но как будто поезд дальше не идет. До какой-то конечной станции мы с вами уже прошли. И тут сколько ты не думай, сколько ни гадай или сколько ни рисуй каких-то радужных перспектив, но есть какой-то контекст. Он должен быть завершен, поставлена точка. И это усиливает, повторяюсь, ваши позиции. И тогда мы можем что-то переделать. И есть, конечно, риск, что мы начнем драматизировать, мои дорогие, или можем уйти в себя, как бы, да, устроить себе какое-то самокопание, самоанализ. Так вот этого делать не нужно. Первая карта нам говорит, да, понял, сделал выводы и иди быстрее дальше, потому что у тебя сейчас благоприятный период. Кстати, по гороскопам это тоже так. Правда, вы сделаете важные выводы. Вы что-то оставите, словно за своими плечами, где-то далеко позади. И вот здесь, посмотрите, ангел выходит вам навстречу, мои дорогие скорпионы. Какой-то пойдет прогресс от вашего очень важного решения. И укрепляется как ваше самодоверие. И надо сказать, когда мы признаем собственные ошибки, это не есть что-то глобальное, а мы добрее просто-напросто к самому себе. Мы не думаем, что, ах, вот там какой-то человек, допустим, поступил, ну, не то, что нехорошо, а вообще как, я не буду выражаться нецензурно, но вы поняли, о чем я хочу сказать. Но мы-то понимаем, что да нет, этого человека, он такой по своей сути, ну не изменим мы его и оставим мы его вместе с его тараканами в голове, нам просто не по пути. И вот подобным персонажам я не буду доверяться. Это именно через доверие ваше или, может быть, какие-то надежды, и такое может быть. А тут реальность, она другая. Стоит ли заниматься тем, что не имеет продолжения? И вы себе точно говорите «нет». И как только вы вот этот баланс внутри себя самого проводите, ангел выходит вам навстречу. И знаете, мои дорогие скорпионы, за период большой ретроградности у нас Плутон в знаке Козерога до 19 по 19 ноября. Пусть мы смотрим на зиму, но все же ноябрь предшествует декабрю. И, может быть, вот эти самые выводы, которые вы делаете теперь, кто смотрит мои видео именно в ноябре, в октябре еще даже, может быть, то карта нам может сказать о том, что если ты баланс вот этот самый провел, то что-то новое начинается у тебя в жизни в правильном направлении. Пока мы с чем-то не определились или какие-то гештальты для себя лично не закрыли, мы себя как приковали к прошлому. А как только мы это реорганизуем, для нас жизнь начинает выстраиваться в более позитивном ключе. Поэтому да, есть какие-то, как, ну, самоанализ, но не углубление, не когда мы там на мелком месте глубокую философию устраиваем, а когда мы просто беспристрастно видим ситуацию. Делаем выводы, идем дальше. Вот, видимо, вас удивит даже ваше какое-то собственное решение, которое перед вами открывает совершенно новые перспективы. Как изменится ваша жизнь? Ого, изменится, карта колесница. И сам ангел в этой повозке летит. Это перемены, мои дорогие, это карта успеха, того успеха, который будет в последующее время. Это сила желания, мои дорогие, это сила возможности, это карта победы самой по себе. Поэтому вас действительно, вы заберете из прошлого только самое лучшее. А все то, что вас разочаровывало, все, что расстраивало,
этого оставите позади. Может быть, как и людей, так и те ситуации, обстоятельства, в которых вы понимаете, что бесполезно тратить силы, бесполезно тратить свое умение, может быть, бесполезно ждать чего-то или кого-то. Для кого-то из вас это важный переезд, важные изменения в жизни, в принципе, они происходят в вашей жизни. Да, отчасти вы сами можете их инициировать, но это старший аркан, поэтому события внешние будут оказывать на вас влияние тоже. И здесь у каждого по-своему. Так как же меняется ваша реальность? Ну, меняется ваш статус. Кто-то может достичь высот определенных по части карьеры, личных амбиций, честолюбивых планов, занять очень более чем высокие должности по карте император. Вам придется, мои дорогие, как будто общаться с людьми на новом уровне, которые не совсем были привычны к вашему социуму прежнему. И вот эти перемены, они подталкивают вас, мои дорогие скорпионы, перейти на совершенно другой уровень. Может быть, кто-то из вас и был на вторых ролях, а здесь вы будете выверять каждое свое действие, чтобы это я мог руководить, но не на каком-то таком более мелком уровне. А нет, тут надо смотреть повыше. Здесь планы на высокое нужно строить, организовать свою жизнь как-то по-новому. Это еще карта структуры, поэтому кто-то из вас будет, как и завершать какие-то вопросы до конца, например, года, да, оформляя важные документы, или где-то уже себе продумывать дальнейшую стратегию, тактику на 2025 год. У вас много возможностей, но и вы будете контактировать с людьми властными. Может быть, это будут какие-то подписания важных документов в высоких инстанциях, проходят чиновники. Мои дорогие скорпионы, карта император – это карта власти. И она призывает уважать власть. Если мы власть уважаем, если мы не спорим с законом, если мы максимально где-то лояльны, или если есть какой-то штрих в вашей жизни, который где-то так, 50 на 50, то значит надо наиболее красиво выйти из этой ситуации, что-то согласовать, чтобы у вас плясало в соответствии с законом. Для вас это будет очень важно, потому что у вас как путь наверх. В плане профессиональном это точно. Как изменится ваша реальность? И это у нас аркан юстиция или справедливость. И вот про законы я только что говорила. И эта карта в этой колоде, карта кармы, карта судьбы. Поэтому примите какую-то судьбу. Поэтому дважды, трижды, вот ту фразу, как я сказала, если есть какие-то шероховатости, не улаженные законом, поверьте, нужно согласовать или достичь медиаторства, каких-то соглашений, компромисса. По этой карте всегда причина и следствие. Как мы прежде поступили, такая обратка у нас получается. И если вы прежде кому-то помогали, вам пространство, пусть руками других людей, будет тоже помогать. Но если мы прежде сделали, ну так себе что-то, где-то наследили, значит придется тоже эти штрихи нивелировать, сглаживать какие-то углы или пойти на какой-то компромисс. Будет очень важно договориться. У нас весы, поэтому баланс придется держать как и в собственной душе, как и по части собственных эмоций, так и планы вот на будущее, они должны у вас сбываться. Но, видимо, есть какие-то еще детали, которые будет вам очень важно согласовать. Посмотрите, 3 старших аркана. Да, и обстоятельства жизни. Обстоятельства, может быть, той местности, в которой вы проживаете, будут вас подталкивать, с одной стороны, к важным решениям. Ведь колесница – это когда мы оставляем, опять же, прошлое позади и встречаем все новое, что приходит на наш порог. Это значит, может быть, и альтернативный вариант, который вам придется рассмотреть и принять его, быть готовым где-то к неожиданностям. Но именно неожиданности вас ведут к успеху, как изменится ваша жизнь. Новые планы, новые начинания. Это, опять же, где-то мотивация и энтузиазм создать совершенно что-то новое свое. И пусть уже злые дела, работа, бизнес и деньги, значит, ваша профессиональная деятельность или творчество, вдохновение, чем вы занимаетесь, здесь заиграет с какими-то совершенно новыми перспективами. Вы можете чему-то учиться, кстати, или примите как необходимость
Кто-то пойдет изучать законы, кто-то для того, чтобы построить карьеру, примет, что да, мне нужно знать не один-два языка, а может быть 3-4. Или вы построите для себя новый план карьеры, потому что вас что-то может заинтересовать. Для кого-то работа, связанная с командировками, может заинтересовать. И в зависимости от этого вы будете, ну, продумывать, каких знаний мне не хватает. Кто-то из вас может задуматься о том, чтобы работать из любой точки мира, работать на дому, работать удаленно, чтобы не было преград. Вот здесь есть какие-то вопросы, которые увязаны с вашей профессиональной деятельностью или буквально с вашим ростом. И это будет как перемежаться и одновременно с документами, с каким-то вашим прогрессом на будущее и еще и важными согласованиями, которые по части закона. Все важно, нет ничего второстепенного. Единственное, что уже не важно, это прошлое, мои дорогие. Меняется кардинально ваша жизнь, и меняетесь вы. Скорее, вы тут можете даже пойти на те действия, которые прежде вам были не свойственны. И такое как будто будет необходимо. От чего вы откажетесь, мои дорогие? А вот от путаницы, от какого-то самокопания, от тех ситуаций, когда вы долго что-то обдумывали. А здесь нет, тут все в реальности вам видно. Может быть, вот мы с вами говорили, как по предыдущим картам, да, пятерка у нас была, и мы принимаем ошибки. Вот неизбежно, пока мы не проанализируем, где мы там споткнулись, или в какой точке мы нашли эти какие-то старые грабли. Ведь что такое ошибка? Это значит, у нас был какой-то опыт, мы приняли либо что-то на веру, либо подумали наивно, полагали, что мы что-то можем изменить, продолжить, а мы по факту этого сделать не могли. И мы приходим к каким-то разочарованиям, но мы направляем это разочарование на кого-то. А по сути дела, когда мы признаем, что да нет, мне туда не надо было ходить, или мне не нужно было контактировать с этим человеком, или мне нужно было как-то по-другому поступить, мы как раз становимся сильнее, и мы точно знаем, куда мы не пойдем. Нам туда точно не надо. Какая-то путаница, повторюсь, у вас уходит из жизни. И это новые возможности. Давайте мы с вами узнаем помесячно. Декабрь. Семерка жезлов. Декабрь 2024 года может свидетельствовать о том, что много будет контактов с людьми, самыми разными. Мы говорили, может быть, ряд вопросов вам придется еще закрывать. Документы оформлять, жезлы, все же это у нас дела, работа, бизнес или денежные вопросы. Но сохраняйте внутренний баланс, равновесие, потому что иногда называют эту карту соревнования, но нужно первый вопрос себе задать, а надо ли мне в этом участвовать, мы уже об этом с вами говорили. Как меняется ваша реальность? Давайте немножко просветим на Ленорман. Прочный союз по карте кольца, и поэтому кто со мной, а кто, ну даже не то, что против меня, но нам не по пути. Или мы перестали быть интересны друг другу, или мне даже не хочется оборачиваться. Не случайно карта колесница. Вы будете пересматривать окружение, потому что по семерке жезлов это именно в первую очередь окружение. И где-то так, не то что даже причесывать, но явно от каких-то персонажей вы будете как и отказываться, так и от дел малозначимых. Или когда вас пытаются использовать, мои дорогие скорпионы, вашу силу, может быть так. Чего это может еще касаться? И вот тут в этой колоде две карты Луна. Здесь у нас месяц еще, да, как новые какие-то начинания, но это еще пока что-то не видно. И, может быть, вот эти планы, мы говорили, путаница, которую как раз эту неразбериху и создавали, вы, скорее всего, от этого попросту откажетесь. Может быть, ведь кому-то скажете «нет», а кому-то просто промолчите и по-английски ретируетесь. Вот я даже этого не исключаю, потому что по этой карте Луна тысячи неопределенностей, и вам в первую очередь не захочется быть втянутым в какие-то обязательства, к примеру, или в какие-то качелеобразные отношения, или в какие-то дурацкие ситуации, поставив себя под риск. Вы здесь будете вот как по карте кольцо. Могу я этому доверять или нет? Или будет ли для меня это дело важно, к примеру, через год, а через полгода, а через месяц?
Вот если мы такие вопросы от противного себе задаем, для нас, более четче ситуация, правда. Чаще мы скажем, да нет, а пошло бы оно куда-нибудь. Зачем я буду в этом участвовать? Будьте реалистами, вам это помогает. Где-то не быть вовлеченному туда, куда не надо, или не потратить время, куда не надо. И вот посмотрите, карта мужчины. В этой колоде две карты, две пары, мужчина и женщина. Одни такие более эфемерные, как планы или идеи огненные. И две карты реалиста. Вот эта карта реалиста, причем сильной позиции мужской. Так вот, даже для девочек это вы можете быть, с одной стороны, в таких энергиях более мужских, потому что это карта реальности. Вы понимаете, нет, сейчас я сама должна что-то решить. И мало что решить, так еще и продумать этот план и ориентироваться на самую себя. Мне необходимо быть просто сильной, чтобы меня не втянули в какую-то белиберду, чтобы мне не создали дополнительной путаницы, а будут желающие, это точно. Или есть какой-то конкретный человек, кстати, у вас, и это вопросы вашей личной жизни. Тогда я даже могу сказать, что, мои дорогие скорпионы, если меня смотрит мужчина, это ваша такая прочная позиция, и вы, как мы уже сказали, определяетесь, кому я могу доверять, или, может быть, это касается как раз вашей личной истории. У вас ведь на перспективу как раз по части личной жизни эти самые перспективы более чем благополучные. И единение души может быть с партнером. Может быть, это те отношения, которые сложились относительно недавно. Или это возврат каких-то отношений. Такое тоже может быть. Все же мы все разные. Но основная уверенность в надежности. И когда вы этого человека знаете, так тут может быть, знаете как, личная жизнь, которую вы хотите отстроить в каком-то новом ключе. И вы никому не позволите разрушить ваш союз. Но и самим нужно... Ведь личная жизнь – это тоже где-то работа. Особенно если личная семейная жизнь, как ни крути. Есть быт, да, которым никогда не хочется заниматься, потому что это рутина, ничего там интересного нет. Но тем не менее, как-то вы будете эту статью вашей совместной жизни продумывать, чтобы она не омрачила или не перевела радость в какие-то серые будни. И вот такая организация жизни тоже может быть. Или у кого-то из вас это вопросы работы. Сильная позиция, в принципе, у вас, скорпионы. Но неизбежно вы сами себя будете беречь, потому что понимаете, что есть, может быть, конкретные персонажи, которые пытаются словно разрушить мою жизнь. Я никому это не позволю. Реалистом будете и увидите то, что прежде либо вы не придавали значения, либо кому-то удавалось, как-то вас так обвести вокруг пальца и настроить на совсем не ту волну. Вот такой декабрь. Видимо, такая перезагрузка необходима. Январь 25 года, в соответствии с картой, наверное, старшего аркана Колесница, 20-й аркан. Это карта возрождения, мои дорогие. Это карта освобождения от боли, освобождение от страданий. Это переходный момент. Вот в январе, может быть, из первых дней января, вот эта перезагрузка, как пункт, точка невозврата между прошлым и будущим. Смотри в будущее. Две карты старшего аркана. Нечего добавить. Одна другую добавляет. Может быть, у вас в январе нужно для себя совершить какую-то важную поездку. Или для вас будет необходимо с чем-то окончательно определиться, может быть, что-то согласовать и по закону. Давайте мы узнаем, с чем это может быть связано, как меняется ваша реальность. Но опять же какой-то итог, ведь это итоговая карта коса, сбор урожая. Для кого-то из вас это может быть получение денег, к примеру, какой-то гонорар задерживался или крупная сумма. Но коса нам напоминает, будь осторожен, можно пораниться. Поэтому по части эмоций быть аккуратным. Что-то, понятно, не разрушить или где-то держать баланс. Но итог, безусловно, вы получите в первую очередь. Деньгами вы должны остаться довольны. Что еще, как меняется ваша жизнь? Есть какие-то еще и препятствия, которые вам нужно преодолеть. Мы сказали пороговое значение. Порог, его нужно переступить. И гору вот эту ее нужно обойти. Может быть,
как последний пункт в составлении документа или каких-то ваших важных решений. И как меняется ваша жизнь. Ну, изучать что-то вам действительно придется, адаптировать, организовывать вашу жизнь как-то по-другому. От вас это потребует, правда, буквально, может быть, либо детализации некоторых вопросов, изучения в каких-то мелочах или в каких-то пунктах, и как из закона, так и для себя максимально обезопасить, ну, знаете, как новую стезю на будущее. Не обойдешься без итогов, и вы, преодолевая это препятствие, изучая что-то новое или развивая в дальнейшем в каком-то новом ключе, мы ведь только что говорили о личной жизни, вашу личную историю, но, опять же, не отталкиваясь от прошлого, не вспоминая у кого-то былое и думы или былых каких-то обид, вы для себя самих сделаете что-то очень доброе, светлое, хорошее, радостное. И что это будет? И нам снова карта мужчины, карта реалиста. Перевод вашей мечты в реальность. Мечты сбываются, мои дорогие скорпионы. Мне нечего добавить. Это не происходит в один момент. И это не происходит без всех тех карт, которые мы с вами раскрыли, или энергий, когда, ну, какую-то ошибку мы все же признаем. И происходит это очень быстро для вас, перезагрузка. И вы выбираете правильное направление. Жизнь идет с какой-то правильной ноги. Февраль. Праздник после победы. Сам по себе праздник. Решение вопросов по части жилища вашего дома, по части вашего работы, занятости, бизнеса, денег. Это карта якоря, это карта уверенности, уверенности в сегодняшнем дне, в дне завтрашнем. Вот вы отказываетесь от этой путаницы. И больше порядка, больше организации, больше перспективы, больше праздника уже в феврале. Значит, это будет тот период, когда вы будете видеть и себя благодарить, что как-то правильно сориентировались за предыдущие дни. Вы правильно, может быть, нашли в себе силы от чего-то, либо отказаться, либо как-то решить закрыть какой-то ряд вопросов, как то направление, которое не следует продолжать. Именно через отказ от прошлого ваше счастье, как будто оно и чуть впереди на несколько шагов. Но начинается все с ваших важных решений. Как и бизнес, как и деньги, так и личная жизнь, мои дорогие скорпионы. Перекладывайте на себя. У вас, как всегда, много старших арканов. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.